Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Ирина. Мой эксперимент с орхидеями в пенопласте продолжается, и сегодня я покажу вам его результаты и свои наблюдения. Сейчас у меня остались только мини-орхидеи, потому что свои миди я распродала в связи с частыми переездами. Поэтому мы и посмотрим результаты эксперимента на этих мини-орхидейках. Начнем, наверное, с этой. Это орхидейка, которая была реанимашкой в прошлом видео. Как видите, она выпустила 2 цветоноса. Эту орхидейку я покупала по уценочке. У нее были подгнившие корни, она была отцвевшая. Было это примерно в середине прошлого лета, то есть сейчас около 10 месяцев, как эксперимент с ней продолжается. Кто не видел мое предыдущее видео с орхидеями в пенопласте, переходите по ссылке, чтобы посмотреть. Там я подробнее рассказываю, что я делаю, как я делаю и почему они у меня в пенопласте. С тех пор она нарастила новые здоровые корни. Вот еще растет новый корень. Тут у нее хороший корешочек пошел. Также она сразу одновременно выпустила 2 новых цветоноса. Я не ожидала, что она выпустит сразу 2 цветоноса. Но, как видите, благодарная оказалась орхидейка. Нарастила еще новые листики. Один листик, правда, не дорос немножко. Не знаю почему. Мне кажется, ей не понравились перепады температур, когда у нас отключили отопление. Второй листик уже здоровый, блестящий и красивый. Вот так вот она сегодня выглядит. Следующая орхидейка была с деткой. Вот, как видите, детка нарастила огромные корни. Сейчас у нее пока 2 корешка, сантиметров по 10. Там начали проклевываться еще крохотные корешочки, их сейчас не видно, они сильно маленькие. Также детка нарастила красивый второй листик. Орхидейка нарастила новые листья, вот у нее еще один листочек растет. Новые корни наращивает. И смотрите, сколько у нее корней сейчас. Весь стаканчик забит корнями. То есть я делаю выводы, что ей такие условия нравятся. И третья орхидейка, мини-сога Готрис. В прошлом видео она была с цветочками, сейчас она отцвела, но растит новый цветонос. Вот такая вот плодотворная орхидейка. Отцветает и растит новый цветонос снова. Нарастила листики, вот еще один листик растет. Все корешки у нас в стадии роста. Вот корешочек, вот еще. Причем они доходят до дна стаканчика, разворачиваются и выходят обратно. Вот такая интересная орхидейка. По моим наблюдениям, что я хочу сказать про пенопласт. Мне он очень понравился как альтернатива коры. Однако пенопласт больше подходит для лета все-таки. Потому что зимой, когда у нас была очень низкая влажность, около 50%, хотя у нас постоянно работал и увлажнитель, но все равно влажность была низкая и орхидеи приходилось брызгать довольно часто. Я брызгаю их сверху по корешкам и где-то раз в 2 недели заливаю водичкой на 15 минут. Сейчас у нас влажность воздуха уже около 70%, и им это очень нравится. Они растят цветоносы, листья, корни. И я их брызгаю сейчас намного реже, в стаканчике брызгаю примерно раз в неделю, ну а на листочке каждый день. Я не люблю, когда орхидейки у меня долго стоят мокрыми и от этого начинают гнить. Что я еще хочу сказать? На зиму я бы все-таки заменяла пенопласт чем-то другим, например, кокосовыми чипсами. Об этом субстрате именно в отношении орхидеи очень хорошие отзывы, и к зиме я, наверное, его попробую. У меня есть видео о кокосовом грунте, мне он очень нравится, но для орхидеи он, конечно, слишком мелкий, но для этого как раз подойдут кокосовые чипсы. По размерам они как мелкая кора дерева. Но сейчас меня вполне устраивает состояние орхидеи в пенопласте. Посмотрите, сколько у них корней. Такого количества корней я не видела у тех орхидей, которые растут в коре. Между пенопластом есть много полостей, поэтому у корней есть доступ к свету, к воздуху и к влаге. И смотрите, как они поперли. Вот такая вот история с моими подопытными.
Те, кто пробовал этот способ, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас это происходит и какие результаты. На этом пока все. Спасибо за лайки и до новых встреч!